Друзья, здравствуйте! Канал эстетической красоты и психологического здоровья снова с вами. Сегодня цель нашего видео не только сделать массаж, но и ответить на ваши вопросы после видеообучения. Кто не знает, хочу напомнить и дать информацию по видеоурокам. Вы можете приобрести наши уроки, если вы хотите научиться такому же массажу лица, тела или массажу камнями. Несмотря на то, в какой точке земного шара вы находитесь, вы можете приобрести наши уроки и обучаться вместе с нами. После того, как вы обучитесь, просмотрите наши видеоуроки, я вам всегда отвечу на любые ваши 10 вопросов по поводу обучения. И сейчас у нас есть несколько вопросов от Юли, которые будет Этери зачитывать. Этери, повернись. Всем привет! Она будет зачитывать, а я, делая массаж, буду отвечать на них. Итак, первый вопрос от Юли. Итак, первый вопрос. На каких косметических препаратах вы работаете? И какой крем лучше использовать при антицеллюлитном массаже? Я работаю на разных косметических продуктах, и на кремах, и на маслах, и на гелях. Какой лучше использовать? Конечно, крем или гель, который содержит липолитические ингредиенты. Никотиновую кислоту, экстракт перца, какие-то охлаждающие могут быть ингредиенты для того, чтобы улучшить лимфодренаж. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Шейно-воротниковая зона. Как эффективнее прорабатывать, когда клиент лежит на животе или когда на спине? Я считаю, что когда клиент лежит на спине, мышцы лучше расслабляются, мышцы шеи, мышцы спины. Существуют даже виды массажа, когда мастер полностью прорабатывает спину, шейно-воротниковую зону, когда клиент лежит на спине. Дальше. Если вы делаете курс массажа, например, 10 сеансов, то каждый массаж вы проводите по однотипной схеме, делаете одинаковые движения или иногда удивляете клиента разнообразием приемов? Ну, конечно, я удивляю клиента разнообразием приемов и вообще видами массажа. Просто перед этим я всегда это обговариваю с клиентом, готов ли он вообще удивиться сегодня или нет. Потому что иногда это бывает, как скажем, не в тему. Следующий вопрос. Антицеллюлитный массаж был бы эффективен? Тогда необходимо, чтобы у клиентки были болезненные ощущения, неприятные, или как? Антицеллюлитный массаж будет эффективен, если клиент может продышать боль. Если он не задерживает дыхание, не спазмирует и как бы мышцы свои не напрягает, вот до этого момента мы можем прилагать силу. Если клиент уже напрягается от боли, так не должно быть. Все-таки это физиотерапия, накопительный эффект имеет. Мы идем от слабого к сильному, поэтому не должно быть очень больно. А можно ли массаж спины, который вы делали на видео в прошлый раз, назвать лечебным? Конечно, да, можно. Да. Как вы относитесь к быстрому похудению с точки зрения здоровья? Например, 15 килограмм в 3 месяца, при условии, что человек следит за питанием, занимается спортом, делает массаж. Здесь вопрос все в том, сколько изначально весил человек. 10% от веса в месяц это считается нормой при избыточной массе тела или при ожирении первой, второй или третьей стадии. То есть если человек весил 200 килограмм и он похудел на 20 килограмм за месяц, это норма. Если он весил 150, то 15 килограмм. Ну, это не считается тех пациентов, клиентов, которые, как бы вес у которых в норме. То есть если 60 килограмм человек весит, при росте 1,70 м, и он похудел на 6 килограмм за месяц, это, конечно, считается уже нехорошо. Только при избыточной массе тела, либо при ожирении. 10% от веса за месяц. Некоторые клиенты не представляют себе массаж без разговоров с массажистом, а меня активная болтовня отвлекает от процесса, мешает сосредоточиться. Как корректно, этично дать понять это клиенту? Никак не надо давать понять, просто именно так по разговору, словесно, нужно это давать понять невербально. У нас сейчас на нашем сайте будет очень интересная статья, которую я написала про энергетическое взаимодействие с клиентом. Как раз будет обсуждаться этот вопрос, я его буду более широко открывать перед нашими слушателями, подписчиками, поэтому можно перейти на наш сайт, и через недельку она уже там будет. На самом деле просто нужно клиенту дать понять, что нужно успокоиться,
Прежде всего, надо не злиться, нужно успокоить себя, разговаривать медленно с клиентом, очень тихо. Вас должно быть меньше, чем клиента в плане разговора. И тогда клиент постепенно будет успокаиваться. Просто кому-то нужно 15 минут, чтобы успокоиться, а кому-то нужно 45 или час. Весь массаж. Да, весь массаж. Но следующую процедуру, как опыт показывает, уже они более спокойные приходят. То есть с каждым разом клиент уже понимает. Некоторые даже сами спрашивают, а вам не мешает, что вы, вот я разговариваю. То есть обычно это клиенты с активной невротической реакцией, то есть это реакция защиты, которые боятся подсознательно погрузиться в себя, почувствовать свой внутренний мир, поэтому они это заговаривают, переходят на активный разговор. Все, этериальная тормозит слишком много, разошлась. Пожалуйста. Вы, видимо, любите поговорить. Да. Так, про лимфоток и возможность делать движения против лимфотока. Вот девушка спрашивает, когда научилась делать массаж, им говорили, что все движения выполняются только по ходу лимфы. И если это не так, то это ошибка. Наверное, потому что имелось в виду классические движения. Да. В классике, да, по лимфотоку, в восточных практиках и европейских на данный момент против лимфотока. Опять же, я уже говорила, что можно против лимфотока выполнять движения, просто больший процент движений мы выполняем по ходу лимфы. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, для тех, кто проходит обучение по видеокурсу, не предусмотрены сертификаты? Если мне нужен документ о прохождении обучения, то надо на заочные занятия приезжать в Москву. Может, в таких случаях у вас предусмотрены скидки для тех, кто приобрел видеокурсы? К сожалению, пока сертификаты мы по прохождению видеообучения не выдаем. Да, только после очного обучения, и скидки не предусмотрены, потому что группа у нас маленькая, 4 человека, поэтому пока нет. Да, но скоро у нас будет группа, у нас предполагается группа по 10 человек скоро, с хорошим бонусом там будет, и будет меньше цена, так что приглашаем. Еще скажите, пожалуйста, до какого числа я могу задать вопросы по массажу лица, и до какого числа будет открыт доступ? 60 дней у нас доступ по видеообучению. До какого числа? Ну, в принципе, вы можете в любое время задавать мне вопросы. Я с удовольствием отвечу в свободное время, даже когда у нас уже закончится доступ, и я с удовольствием буду отвечать. Всем спасибо. И вам, Ольга. Подписывайтесь на нас, покупайте наши видеоуроки, а мы будем с удовольствием отвечать на ваши вопросы. Ставьте лайки. До встречи.